Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Тема сегодня – использование молочного коктейля при обработке и опрыскивании томатов. Называется видео «Ошибки при использовании молочного коктейля». У меня здесь 7 ошибок, которые вы чаще всего используете в своей деятельности. Ну и есть, хочу вернуться к тому, что такое молочный коктейль. Это очень полезная вещь. Состоит он из борной кислоты, это фунгицид и также удобрение. Состоит из, мы все время после того, когда растворяем борную кислоту, добавляем марганцовочку, это тоже антисептик, йод, тоже фунгицид, ну и мочевина, удобрение и защита. Ну и самое главное в этом растворе это молоко, которое имеет тоже 50 элементов, макроэлементы, тот же кальций, очень хороший элемент, который нужен для томатов, микроэлементы, витамины есть. Видите, сколько в молоке. И самое главное, молоко связывает вот эти все элементы, которые я назвала. Ну и сейчас я хочу вот эти ошибки назвать и обязательно о них поговорить. Ну, первая ошибка это, вот смотрите, я взяла себе, достала 2019 год, у меня всего 2 обработки были. Разница, смотрите, 22 мая и аж 19 июня. То есть месяц. Ни в коем случае нельзя проводить обработки сразу же, раз в неделю. Это чревато тем, что сгорят все цветочки, и урожая у вас не будет, хотя растения как будто бы на вид будут здоровые. Поэтому это было первое, вот что нужно учесть раз в месяц. Далее, очень важный момент, высокая температура воздуха. Нельзя при высокой температуре воздуха проводить вот эти опрыскивания, подкормки, а также защиту. Это и подкормка, и защита растений от грибковых заболеваний. При высокой температуре это, как, кстати, и другие препараты, нужно всегда проводить опрыскивание, когда идет циклон, я выбираю это время, и самое позднее время, когда температура падает где-то до 24 градусов, 22, это очень хорошая температура, но выше это уже плохо для растений. Далее, вторая проблема, ошибка, которую многие не замечают и совершают эту ошибку, неблагоприятные дни. У нас есть календарь. Я когда говорю календарь обработок и защиты растений, всегда говорю, вот это стихия огня, это стихия воздуха. Будьте внимательны. Лучше всего вот этот коктейль молочный проводить, когда стихия земли. Это самые лучшие и более-менее, не просто более-менее, если правильно состав сделать, то, естественно, это следующий пункт, то это очень хорошо работает. Превышение количества составляющих коктейля. Видите, это третий пункт, они очень, все в принципе связаны. Если то, что я вам говорила, допустим, там кофейная ложечка до 1 грамма, ни в коем случае не больше, 15 капель йода, 10 кристалликов марганцовки, не больше ложки мочевины и пол-литра молока. Вот эти составляющие должны быть именно такими, ни в коем случае нельзя превышать. Ну, а некоторые мне пишут, что мы 2 грамма положили. Ну, а зачем вы 2 грамма положили борной кислоты? Вопрос. Сами себе и сделали вот такую неприятную вещь. 1 грамм это кофейная, советская кофейная ложечка, не полная. Вот сравняли, вот эту борную кислоту засыпали, сравняли, и лишнее высыпали. Вот ровно в кофейной ложечке 1 грамм. Нет, если весы есть, возьмите, взвесьте, пожалуйста. Но должно быть не больше 1 грамма. Далее, очень важный вопрос, это ошибка, неравномерное распределение раствора по всем частям растения. Просто-напросто веником кто-то обработал, кто-то просто вместо тумана создал, вот течет все с растений, нельзя, должен быть туман, должно быть равномерное распределение по всему растению. Далее, частота обработок, вот то, что я вам говорила, не более 1 раза в месяц. За сезон, вот видите, у меня было 2 обработки, но сейчас у меня просто пока 1 была обработка, больше я пока не использую. Сильная жара сейчас наступает, нельзя в жару использовать молочный коктейль. Далее, очень распространенная ошибка, ага, какая-то проблема, нельзя, растение не полито нормально, не увлажнена почва, все, мы обрабатываем.
Применение коктейля, запомните, любые удобрения, подкормки, защита должно быть с предварительным поливом растений. Растение должно быть наполнено водой. И тогда оно проще воспринимает и быстрее все эти процессы происходят в растении. Следующий пункт – добавки. Вот многие решили, что можно добавлять чего угодно. И вот эти добавки, которые разрушают формулу коктейля, как раз и нивелируют значение молочного коктейля. Мало того, этот молочный коктейль еще и не только нивелируется, он становится вредным. Тем более, что очень много вы используете, вы пишете мне хелатные удобрения. И вообще часто сейчас удобрения непонятного производства, названия какие-то. Поэтому постарайтесь. Вот это все в молочном коктейле есть, то, что я вам говорила. Все, что нужно растению для подкормки, для защиты, есть в молочном коктейле. Ничего не добавляйте. Можете меньше положить, но не больше. Это должно быть, вот, как правило, использование молочного коктейля. Надеюсь, что я теперь уже еще раз внимательно послушайте от начала до конца. Никогда не спешите сразу же все брать и делать. Внимательно выслушайте, как, что, зачем, чтобы не было ошибок. Итак, Раиса Греченко, Александр Волик ответили на ваши многочисленные вопросы по поводу молочного коктейля. Мы желаем вам удачи, здоровья. Помните, молочный коктейль – это только раз в месяц, и он не решит все ваши задачи и проблемы. Нужно в комплексе работать с растениями. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.